И переходим к следующему интересному слайду, где мы уже будем, друзья, сравнивать, что произошло в течение года с недвижимостью. Ну, это скопировал я слайд, видим, это слайд, который мы уже подробно разбирали, класс социальное жилье. И вот сравним предложения квартиры, выставленные для продажи, и предложения квартиры, выставленные для аренды. То есть два сегмента рынка недвижимости жилой. Итак, повторюсь, по предложениям рынок недвижимости, класс социальное жилье за год вырос на 1,34%. А вот по аренде, друзья, здесь вот красный шрифт, за год рынок недвижимости по аренде вырос всего лишь на, ну, округлим большую сторону, на 1%. Друзья, при этом, при всем, уже полгода или 2 квартала мы наблюдаем, как аренда показывает нам незначительную динамику снижения. Поэтому вот этот маркер, да, аренда начинает показывать снижение, говорит о том, что если рынок недвижимости перегрет, как в сегменте аренда, так, скорее всего, и здесь мы увидим по стоимости квадратного метра по предложениям динамику снижения до конца года. Это всего лишь мое предположение, которое, в общем-то, я всегда вам говорю, отталкиваясь от факторов внутренних, которые говорят, что рынок недвижимости является сегментом украинской экономики. И если плохо все в экономике, то и рынок недвижимости должен соответственным образом себя вести. А рынок недвижимости характеризуется показателями следующими. Это стоимостные показатели, которые мы с вами разобрались. Нос чешется, слушайте. Вроде никто не должен по носу дать. Пить нельзя, старенький стал уже. Так вот, стоимостные показатели, друзья, должны показывать, ну, показывать стоимость квадратного метра. А еще показатели, которые характеризуют состояние рынка, это показатели количественные, количество, активность рынка, сколько было продано недвижимости. И вот об этих показателях мы сейчас с вами подробно поговорим. Итак, подводя итоги, мы видим, что практически предложения на рынке недвижимости жилой, выставленные для продажи, сравнялись по динамике роста 1,34% за год. И тот же класс рынка недвижимости по аренде показывает нам почти 1% роста в течение одного года. Итак, переходим к следующему показателю, который очень важен в наших исследованиях. Для того, чтобы понимать и говорить о прогнозах, мы должны использовать метод многофакторного анализа. Данный слайд я уже записывал отдельно видео, очень кратко пройду. Официальная статистика говорит нам, это Минюст дает такую статистику о том, сколько было продано недвижимости, или точнее это договора отчуждения прав собственности на недвижимое имущество. Ну, это не только продажи. Давайте посмотрим, вот здесь у нас, ну, к делу сразу переходим. Вот это у нас табличка экселевская. Я вам покажу, как можно, в общем-то, манипулировать статистическими данными, что я, в общем-то, не делаю никогда. И никому не советую. Люди, которые занимаются манипуляциями, в общем-то, это люди, которые занимаются пропагандой, ни меньше, ни больше. Так вот, смотрите. Исходя из данных официальных, статистики, было в 2025 году всего отчуждения прав собственности в Украине 378 250 объектов недвижимости. Сюда входит и жилая, и нежилая недвижимость, за исключением земельных участков. В 2024 году это было 416 515 объектов недвижимости. Что показало, друзья, за год снижение на 9,2%. То есть видим сразу же и можем сказать, о, все пропало, все пропало. Недвижимость показала по отчуждению прав собственности аж почти на 9,5% снижения. Но если мы посмотрим структуру, то есть из чего состоит структура отчуждения, и нас интересует только лишь продажи, я пометил это красным шрифтом, видим, что договора купли-продажи квартир жилых домовладений
за год было продано на 15% больше, 205 616 объектов жилой недвижимости. То есть здесь мы видим динамику роста. То есть вроде бы рынок разогревается, больше продается квартир. То есть это, ну, вроде бы для рынка хорошо, да. Дальше. Другие договора отчуждения недвижимого имущества – это коммерческая недвижимость. Сюда входит и складская, и, так сказать, офисная, и торговая, и админздание, и все остальное. Ну, мы специально просили в свое время, чтобы нам пояснили, что входит вот в эту дефиницию другие договора отчуждения. То есть это коммерческая недвижимость. Здесь, друзья, мы увидели рост также почти на 16%. То есть одинаково вырос рынок по продажам жилой недвижимости и рынок по продажам коммерческой недвижимости. Дальше, друзья, договоры ипотеки жилых домов и квартир показал нам снижение на 5%. То есть ипотека медленно умирает на протяжении всего периода войны. То есть год от года мы видим меньше, меньше и меньше. Но впервые за 4 года войны, друзья, я вот здесь прямо выделил и хочу обратить ваше внимание, другие договора ипотеки. Это коммерческая недвижимость. Она выросла, то есть больше стали брать кредиты под коммерческую недвижимость на 18,3%. Ну, сравниваем 2025 год с 2024 годом. С чем это связано? Зададите вопрос, что у нас с бизнесом стало как-то лучше. Неужели бизнес поднял голову, и мы, так сказать, видим бум роста предприятий новых? Нет. Сегодня не буду показывать вам данную статистику, она существует. На протяжении всего периода войны все меньше и меньше становится активных предприятий. Это предприятия частные ФОПы, вот эти, малый и средний бизнес. То есть количество предприятий сужается, как шагреневая кожа. Это также официальная статистика. Здесь цифр этих нет. Так почему же, кто же эти люди, эти счастливчики, которые во время войны способны не просто вести бизнес, но еще и, так сказать, оплачивать за все, так сказать, прелести кредита? Друзья, это всего лишь мое предположение. Мы наблюдаем действительно на протяжении последних 4 лет войны и чуть больше, там несколько месяцев, как этот сегмент стал показывать нам динамику роста. Ну, во-первых, это связано с тем, что, помните, с начала войны начали быстро люди так сказать, регистрировать предприятия там, где были частные собственники, связанные как-то с Российской Федерацией. То есть вот этот передел бизнеса, он медленно и уверенно набирает обороты. То есть кто не успел, тот опоздал. Да. То есть забирают, ну, понятно, это забирают, это сленговое уличное слово, на самом деле это оформляется соответствующим образом. Это отражает Минюст, большее количество продается недвижимости коммерческой, и под нее берутся кредиты. Ну, для того, чтобы опять было понятно, кредит – это всегда удобная возможность показать, откуда у тебя деньги. Да. Так, нет у меня денег, но откуда у меня деньги? Я вот взял кредит, банк почему-то посчитал меня платежеспособным, да, и все вроде как легализуется. И недвижимость есть, и кредит показывает, что плачу вовремя деньги, которые должен платить по кредиту. А откуда их достаю из тумбочки толстой пачкой, это уже мало кого интересует. Итак, друзья, все было бы хорошо, ну, потому что рынок недвижимости вырос на 15%, рынок коммерческой недвижимости по продаже вырос на 16%. Но последний слайд, который покажет вам, нет, не последний, а предпоследний, который покажет не все так просто. Если мы сравним среднесрочную перспективу, которую, не перспективу, ретроспективу, прошу прощения, то есть то, что было, с активностью рынка. И вот я довоенный год взял 2021 год. Сравнил с 2025 годом, но сейчас смотрим только лишь в структуре договора купли-продажи квартиры жилых домовладений, то, друзья, здесь мы видим, что рынок по продажам просел почти на 45%. Это много, друзья. И цифры говорят об этом. Договора ипотеки на 50 практически процентов, ну, я об этом говорил уже, да, что все меньше и меньше приобретается, так сказать, недвижимость через ипотеку. Ну и другие договора отчуждения недвижимого имущества. Здесь в подтверждение моих слов
коммерческая недвижимость достигла своего пика по активности, то есть на 47, на 48% больше было продано коммерческой недвижимости. Но я объяснение этому уже дал, поэтому повторяться не буду. И в конце вишенка на тортике – это длительный период с 2000 года. Данная информация есть только у меня. С 2017 года вы можете это в открытом доступе найти. Минюст дает эти все данные. А вот с 2000 года по 2017 год здесь вы, друзья, можете обращаться только ко мне. Больше такой информации. Я это серьезно говорю, не преувеличиваю свою важность. Просто мы на протяжении стольких лет, я и Лига экспертов Украины, где, в общем-то, я имею честь находиться. Это общественная организация. Так вот, мы писали запросы в Минюст, и Минюст, нехотя, скрипя, но все-таки давал нам информацию о проданных квартирах и домовладениях, ну и так далее. По структуре вы уже знаете. В целом это называется договора отчуждения прав собственности. Так вот, давайте очень быстро проговорим. 2000 год, друзья, и сравним 2025 год, то очевидные вещи, друзья, наблюдаем, что рынок недвижимости а здесь мы говорим именно о договорах продажи. Единственное, что сюда я добавил договора ипотеки, потому что, ну, какая разница, там приобретается недвижимость с привлечением ипотеки или без привлечения, это все равно продажа и приобретение. Так вот, мы видим, что насколько 470 тысяч объектов жилой недвижимости было продано в 2000 году и 200, ну это в 2 раза меньше практически, да, чуть-чуть меньше, 217 222 объекта было продано, друзья, в 2025 году. Как вел себя рынок недвижимости за данный период? Это цикличность, которую я отслеживаю на протяжении многих лет. В данном случае мы говорим о параметре количества сделок, да, и если вот это объединить большие циклы, вот один большой цикл возьмем 2000 год, 2025, он еще не закончился, и внутри этого большого цикла, ну, он показывает снижение активности, да, по продажам. Внутри данного цикла мы видим такие микроциклы, потому что, ну, не может вести себя. Это как погода рынка недвижимости. В целом летом жарко, но какие-то месяцы холодные, какие-то более жаркие. Так и в данном случае цикл, он неоднороден. Видим микроциклы внутри. И давайте очень быстро напомню вам 2000 год и 2005 год, 2007 год начался кризис. То есть рынок рос по активности. Начался кризис в 2008 году с ипотечного кризиса в Соединенных Штатах Америки, помним, да, начался мировой экономический кризис, он так называется. И вот все эта активность пошла вниз очень сильно, и стоимость квадратного метра, вернее, не стоимость квадратного метра, а активность, количество покупаемой недвижимости снижалась до 2011 года. Дальше мы видим 3 года микроцикл, когда начал расти по активности рынок недвижимости, и также стоимость квадратного метра росла, друзья. Я хорошо это помню. И говорил, это даже можете в открытом доступе найти. В то время я достаточно популярный был на всех украинских центральных каналах. Я с такими же графиками показывал, что происходит на рынке недвижимости Украины. Так вот, что произошло в 2013 году, вы все хорошо знаете. 2013-2014 год – это война на востоке Украины, Крым не наш, и, соответственно, активность обвалилась. Дальше, друзья, активность опять начала повышаться незначительно и достигла своего, так сказать, эпогея в 2021 году, это перед самой войной. Война началась в 2022 году. Вот в те далекие времена, друзья, я говорил, что это мы стоим на грани
на пороге грандиозного шухера, и об этом говорят не мои данные, это статистика, которая не принадлежит мне, хотя следующий параметр стоимостной, рынок недвижимости и в стоимости здесь рос, был тоже такой достаточно интересный. Я говорил, что вот что-то произойдет, что и произошло, началась война, и мы видим, как все это опять по активности рынка недвижимости ушло вниз. И вот теперь такие топтания на месте, 4 года войны, то рост активности, то снижение, то рост. И я предполагаю, друзья, война будет длиться долго. Для этого есть все, так сказать, причины. Одна из причин, ну, косвенные, конечно же, косвенные причины, я не могу все знать. Одна из причин, что, по крайней мере, до 2028 года, это еще 2 года, да, Европа продлевает этим беженцам статус временной защиты. Это говорит о том, что война будет продолжаться. После 2028 года, я думаю, что начнется большая война Российской Федерации с Европой. Ну, все к этому идет, друзья. Я очень не хотел бы, чтобы это произошло, но об этом говорю не только я. Послушайте людей, которые что-то соображают, да, скорее всего, это произойдет. В каком виде это произойдет, страшно подумать. Итак, я так думаю, что порядка еще 10 лет мы будем наблюдать вот эти топтания на месте. То есть война будет длиться долго, и, соответственно, рынок недвижимости по активности будет показывать то незначительный рост, то незначительное снижение. Но никогда мы не вернемся, друзья, вот к этим цифрам, которые мы наблюдали в 2008 году, в 2020 году, в 2021 году. То есть это активность рынка недвижимости, количество проданных квартир. Итак, друзья, закрываю. Очень длинный показался материал, но для того, чтобы вы еще раз понимали, насколько ну, не хочу сказать сложно, несложно, насколько надо учитывать достаточно много факторов, это внешние факторы, внутренние факторы, для того, чтобы прогнозировать. И я стараюсь вам дозированно об этом говорить, поэтому получается длинные видео, уж извините. Так вот, предполагая все-таки, что будет происходить с рынком жилой недвижимости города Киева, я думаю, что до конца года все-таки мы будем видеть снижение стоимости квадратного метра, потому что, ну, объективно, есть на это, в общем-то, все, так сказать, показатели экономики, это макроэкономические показатели характеризуют, которые развитие внутрирегионального продукта города Киева. Есть такой показатель, но тоже в открытом доступе. Сравнивая с довоенным, он просто в ужасном состоянии. То есть экономика скорее мертва, чем жива. Ну, я не говорю про ВПК, это военно-промышленный комплекс. Так вот, друзья, все-таки я предполагаю, что стоимость будет снижаться. Снижаться до конца года. Но посмотрим, время пройдет быстро, насколько я прав или не прав. В любом случае, я еще раз показал вам факторы внутренние, которые влияют на состояние рынка. Они в плачевном также состоянии. Поэтому будем наблюдать, друзья. Пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит с недвижимостью, вам необходимо что сделать, друзья? Правильно, подписаться на мой канал. Вы также можете лайки, дизлайки ставить данному видео. А еще вы должны помнить, что я ваш скромный слуга, и компания Олимп Консалтинг готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые, я уверен, станут для вас компасом или же картой путеводной в каменных джунглях рынка недвижимости Украины. Друзья, не забывайте ставить лайки, дизлайки, конечно же, подписывайтесь, и до встречи в следующих моих видеороликах.